В сегодняшнем выпуске я представляю вам топ-5 самых быстрых спортбайков 2022 года в бюджетном классе для новичков с объемом двигателя 250 кубических сантиметров. Сразу стоит отметить, что КТМ RC 250 не попадает в топ, так как больше не производится. И начнет у нас самый слабенький мотоцикл в этом топе Suzuki GSX 250R. Появление модели было обусловлено желанием Suzuki представить свою модель в классе 250-кубовых спортивных мотоциклов для новичков, которые пользовались отличным спросом. За основу Suzuki GSX 250R был взят двигатель от дорожной модели Suzuki GSR 250, представляющий собой рядный двухцилиндровый блок жидкостного охлаждения с двумя клапанами на цилиндр, объемом 248 кубических сантиметров, который выдает 24 лошадиные силы мощности и 22 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до сотни по мотоциклетным меркам просто вечность, около 9 секунд, а максимальная скорость составляет всего 140 км в час. На четвертом месте, наверное, самый популярный в мире мотоцикл в этом классе – Kawasaki Ninja 250, который увидел свет в 2008 году и назывался Kawasaki Ninja 250R. Мотоцикл был ориентирован на многие страны мира, продаваясь на азиатском, европейском, североамериканском и южноамериканском рынках. Последнее обновление модели было в 2018 году, которое внешне стало еще больше напоминать своих мощных собратьев. Двигатель двухцилиндровый рядный с 4 клапанами на цилиндр, который выдает уже 39 лошадиных сил максимальной мощности и 23,5 ньютон-метра крутящего момента. Ninja 250 получил новую решетчатую раму, похожую на раму H2R. Она более легкая, с повышенной характеристикой жесткости, а двигатель является несущим элементом. Хоть и разгон от 0 до сотни весьма не быстрый, составляет около 8 секунд, мотоцикл способен разогнаться до максимальной скорости в 180 км в час. Третье место занимает Yamaha R25, представленная в 2015 году параллельной версии Yamaha R3. Обе модели практически идентичны и отличаются в основном лишь объемом двигателя. Основной рынок продаж — Япония, а также страны Юго-Восточной Азии и Турции. R25 оснащается двухцилиндровым мотором объемом 249 кубических сантиметров, который выдает 35 лошадиных сил максимальной мощности на 12 тысячах оборотов в минуту и 23 ньютон-метра крутящего момента на 10 тысячах. Байк имеет шестиступенчатую коробку передач, LED-оптику, LCD-приборку и вилку перевернутого типа. Снаряженная масса 167 кг. От 0 до сотни байк разгоняется за 7,5 секунд. Максимальная скорость составляет 190 км в час. На втором месте расположилась Honda CBR 250 RR, которая появилась в 2017 году и стала современной реинкарнацией одноименной модели, выпускаемой в 90-х годах прошлого века. Модель пришла на смену Honda CBR 250R, заменив ее на азиатском рынке. Новая модель получила рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 249 кубических сантиметров, выдающий 41 лошадиную силу мощности и 25 ньютон-метров крутящего момента.
Из других особенностей мотоцикла следует выделить стальную раму, перевернутую вилку, шестиступенчатую коробку передач, топливный бак на 14 литров, электронно управляемый дроссель и современный агрессивный внешний вид, а также наличие версии с ABS. Снаряженная масса 165 кг, разгон от 0 до 100 занимает 6,5 секунд. Максимальная скорость составляет порядка 200 км в час. В настоящее время Honda CBR 250R производится в Индонезии и поставляется в страны Азии, включая Японию. На первом месте бесспорный лидер в этом классе Ninja ZX25R, одна из необычных особенностей которого является классическая для спортбайков большей кубатуры рядная четверка. Тем самым в компании решили возродить популярный в 90-х спортбайк Kawasaki ZX-R250. Так как во многих странах Юго-Восточной Азии мотоциклы с моторами рабочим объемом более 250 кубических сантиметров облагаются очень высокими пошлинами. А здесь на выходе получился настоящий спортбайк по умеренной цене. Максимальная мощность двигателя составляет 50 лошадиных сил при 15,5 тысячах оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент 23 ньютон-метра на 14,5 тысячах. При этом красная зона оборотов начинается с запредельных 17 тысяч. Плюс спортбайк обладает шестиступенчатой коробкой передач. Все это помогает выжать из маленького монстра все возможное и даже чуточку больше. Малыш легко достигает максимальной скорости в 200 км в час. Несмотря на 4 цилиндра, разгон от 0 до 100 занимает те же 6,5 секунд. Kawasaki Ninja ZX25R имеет решетчатую стальную раму, 15-литровый бензобак, цифровую приборную панель с аналоговым тахометром, светодиодные фары и стоп-сигнал. Подвеска мотоцикла в целом практически такая же, как в лучших современных спортбайках с объемом двигателя 600 кубических сантиметров.